Несмотря на свою, на первый взгляд, непривлекательность, темные брусочки мыла, обладающие резким и специфическим запахом дегтя, на самом деле являются настоящим сокровищем. Это натуральное средство, которое имеет множество полезных свойств, способно решить множество проблем. В этом выпуске мы подробно рассмотрим применение мыла на основе дегтя и надеемся, что эта информация будет полезной для вас. Дегтярное мыло является смесью, в которой содержится 10% березового дегтя и мыло. Именно деготь придает мылу темный цвет и является активным лечебным веществом. Благодаря наличию этого ингредиента мыло обладает множеством полезных свойств, которые позволяют его использовать для решения различных проблем с кожей и волосами. Дегтярное мыло представляет собой густое маслянистое черное вещество. Оно производится из березовой коры путем томления при высокой температуре в герметично закрытой емкости. В результате этого процесса происходит разложение березы, при котором выделяется деготь, вода и газы. Несмотря на наличие большого выбора современных средств для ухода за кожей и волосами, дегтярное мыло сохраняет свою популярность, особенно среди тех, кто предпочитает использовать натуральные ингредиенты. Использование березового дегтя в народной медицине и ветеринарии известно с давних времен как лечебное и профилактическое средство. Березовый деготь можно сравнить с природным антибиотиком, так как он содержит органические кислоты, это обеспечивает дегтярному мылу противомикробные и противовоспалительные свойства. Какие основные эффекты можно ожидать от его применения? Вот некоторые из них: снятие зуда, уменьшение отеков, заживление ран, стимуляция регенерации кожи, уменьшение проявления аллергии, улучшение кровообращения в мелких сосудах кожи, снижение боли, очищение, подсушивание и снятие воспаления, отшелушивание ороговевшего слоя, восстановление цвета кожи, борьба с паразитами и бактериями. Благодаря этому широкому спектру полезных свойств дегтярное мыло может быть использовано для решения различных проблем кожи, таких как гнойнички, укусы насекомых, жирный блеск кожи, пигментные пятна. Оно также применяется для гигиены кожи при псориазе, поскольку способствует улучшению кровообращения в тканях и ускоряет процесс восстановления поврежденных слоев эпидермиса. Дегтярное мыло также обладает способностью раскасывать и обезболивать, что позволяет быстрее избавиться от высыпаний и уменьшит ощущение зуда, боли и дискомфорта. Дерматологи рекомендуют использовать мыло с дегтем для умывания при проблемах с угревой сыпью, сибореей и демодекозом. Деготь оказывает разрушительное воздействие на клещи, вызывающих чесотку. Поэтому можно использовать дегтярное мыло в качестве дополнительного средства при проведении основного лечения. Мылом с дегтем можно обрабатывать пролежни, ожоги и обморожение кожи. Оно обладает свойствами подсушивания и способствует быстрому заживлению мелких ран, царапин, трещин и эрозий. Дегтярное мыло также рекомендуется в качестве гигиенического средства с лечебным компонентом при грибковых инфекциях кожи и ногтей в дополнение к основному лечению, так как деготь обладает противомикробными свойствами. Рекомендуется использовать дегтярное мыло 2-3 раза в неделю, так как более часто применение может вызвать пересушивание кожи. Дегтярное мыло для волос, безусловно, оно может использоваться для лечения перхоти и проблем повышенной жирности кожи головы. Средство уменьшает выработку избыточного кожного сала, отшелушивает роговой слой кожи, снимает зуд и подавляет рост грибков, вызывающих перхоть. Березовый деготь помогает предотвратить выпадение волос и придает им блеск, а также придает объем прическе. Однако стоит учесть, что после использования ктир-мыла волосы могут стать жесткими, их будет сложно расчесать, поэтому рекомендуется ополаскивать волосы водой с добавлением уксуса или использовать питательный бальзам после мытья. Мыло с березовым дегтем эффективно используется при повышенной потливости и чрезмерной активности сальных желез, так как способно снижать эти проявления. В таких случаях рекомендуется принимать душ с использованием пено-дегтярного мыла. Если человек столкнулся с проблемой избыточной потливости ног, помочь могут ножные ванночки с дегтярным мылом, так как оно уничтожает бактерии, вызывающие неприятный запах пота.
Дегтярное мыло можно использовать для интимной гигиены как у женщин, так и у мужчин после бритья интимной зоны. Дегтярное мыло помогает предотвратить вторичную инфекцию и развитие бактериального воспаления, оно также является профилактическим средством против инфекций, передающихся половым путем, включая герпес половых органов. Даже невзирая на непривлекательный запах дегтярное мыло, это средство является поистине уникальным, может быть эффективно использовано для гигиены интимных зон, благодаря восстанавливающим и смягчающим дегтя мыла с этим компонентом оказывает благотворное влияние на микрофлору в области интимной зоны, способствует быстрому заживлению ранок и трещин. Уже при первых симптомах молочнице можно использовать гигиеническое средство с березовым дегтем, использование которого прекрасно нормализует кислотно-щелочный баланс, купирует неприятное ощущение и позволяет женщине вновь обрести уверенность в себе. При кандиозе можно проводить обмывание дегтярным мылом 2 раза в день, а для профилактики достаточно использовать это средство гигиеной несколько раз в неделю. Тем не менее, не следует забывать, что при обнаружении признаков заболевания в первую очередь необходимо обратиться к врачу и лишь после проведения обследования и установления диагноза прибегать к средствам народной медицины. Можно с уверенностью заявить, что дегтярное мыло– это настоящий кладезь для нашего здоровья. Кроме этого, оно доступно каждому из нас, оно помогает избавляться от множества неприятностей и без проблем заменяет дорогостоящую уходовую косметику, но не стоит забывать, что мыло с березовым дегтем обладает сильным подсушиваемым действием. Желательно дополнительно использовать соответствующий типу кожи натуральные масла. Разумеется, как и любое другое средство, дегтярное мыло не может подойти. Абсолютно всем необходимо учитывать противопоказания и соблюдать определенные меры предосторожности. Например, оно не рекомендуется при чрезмерной сухости кожи или индивидуальной непереносимости. Также дегтярное мыло не следует применять во время беременности и кормления грудью. Оно также может не подойти людям с тонкой и чувствительной кожей, склонной к раздражениям. Иногда длительное применение дегтярное мыло может привести к жжению, сухости и ощущению стянутости кожи. Однако все эти неприятные симптомы обычно быстро проходят после прекращения использования. Говоря о положительных свойствах дегтярного мыла, можно использовать пословицу «ложка дегтев в бочке меда». Однако есть один недостаток, который может нейтрализовать все преимущества– это запах. Однако запах присутствует только во время использования и быстро исчезает, не оставляя следов на коже и волосах. Поэтому рекомендуется хранить дегтярное мыло в закрытой мыльнице в ванной комнате. В то же время многим нравится аромат березового дегтя, все зависит от личных предпочтений. Нравится ли вам дегтярное мыло? Как часто вы его используете и какие положительные эффекты от его применения вы получаете? Желаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Здесь мы делимся советами о том, как заботиться о своем здоровье и сохранить красоту и бодрость на долгие годы.